Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе все, пока ты пашешь на полставки. Ребята, бизнес микрозелень. Погнали. Сколько можно заработать на маленькой сети-ферме, даже 20-30 квадратных метров у себя в городе? Подробно разберем этот вопрос. А также, почему нужно выращивать именно микрозелень, а не грибы, шампиньоны, или лук на перо, или еще какие-то запрещенные растения у себя дома. Так что погнали, бизнес микрозелень. Вперед, зеленый шеф. Сколько бабок нужно на старте? Рассказываю. На старте можно начать с 200 баксами в кармане. Как когда-то начинал я, делая у себя микрозелень там дома, грубокс, потом я себе кусок стены отделил. Да, конечно, круче открыть сразу ферму 30 метров. Сейчас мы ее подробно разберем на доске, сколько бы нам принесет ферма 30 метров. А так, ребята, 200 баксов, легкий старт. Это не с грибной фермой или с луковой, где надо сразу много засадить лука, много грибов, потому что чуть-чуть вы не привезете оптовикам или на рынок с вами не будут говорить про чуть-чуть, понимаете? А про микрозелень не чуть-чуть говорить будут, потому что товар новый, интересный. Вот это вот важный момент микрозелени, что можно начинать с малого. Почему именно микрозелень? Почему не грибы? Почему не лук? А именно микрозелень открывать. Потому что микрозелень, ребята, на взлете. Это бизнес, который сейчас летит вверх, набирает новых потребители, клиенты растут, а грибы и лук уже давно взлетели, уже и приземлились. Много огромных компаний, которыми сотнями, тысячами метров выращивают этот лук, эти грибы, и конкурировать с ними по цене или по ассортименту, да там и ассортимента особо нету. Там грибы 2-3 вида, лука 1-2 вида и все. А тут же много разнообразий, много видов и продукции не хватает. У нас в Одессе 5 ферм. И конкуренты периодически у меня спрашивают: продай лука, продай горошка, продай подсолнуха микрозелени. Понимаете, о чем? Не хватает. Скажу вам еще так, что бизнес микрозелени сам по себе еще интересный очень, как бизнес, как инвестиции. То есть, когда вы приходите к инвестору и говорите: я там буду открывать грибную ферму, дядька инвестор, босс смотрит: да этих грибных ферм куча, тут километры этих грибных ферм, сотни метров квадратов. Что ты откроешь ферму? А когда микрозелень, вы говорите: я буду открывать ферму, и говорите, что ферм микрозелени в городе мало, там они маленькие фермы, город большой, спрос большой, то есть пустота есть. Это интересно, ага, заполнить пустоту. И это как в секте, ребята, кто первый начнет, вот эти первые компании, они будут со временем лидерами рынка. И сам продукт обалденный, ребята, вы не пойдете в гости с там, килограммом 2 шампиньонов или не возьмете с собой 2 килограмма лука, как презент, типа вот у меня ферма, держи, попробуй. А с микрозеленью можно прийти, принести подсолнуха, привезти горошка. Классные микрозелени, люди обрадуются, обсуждать есть что. Новый продукт, интересный. В общем, свежая волна, ребята, что еще говорить? Свежая волна. Погнали дальше. Бизнес, ребята, очень интересный, многогранный. Занимаясь микрозеленью даже у себя дома там, или там в мини-помещении 15-20 квадратных метров. Для вас это будет самая лучшая школа бизнеса, круче любого МБА. Вы научитесь налаживать производственный процесс, вы научитесь налаживать продажи, заходите в рестораны, вы продаете, вы заходите в магазины, у вас сразу же берут. Не надо как с грибами или с луком давать там взятки кому-то, откаты, лишь бы зайти на полки магазина. Понимаете, о чем я? С микрозеленью пропуск, зеленый билет, проходите в любой супермаркет. Вообще проблем ни у кого не было из студентов моих или у меня когда-то зайти в супермаркет или в какой-то магазин. Управление персоналом будете проходить, ребята, нанимать себе работников со временем на полставки, потом на ставку. Когда-то вы работали на полставки, а теперь на вас будут работать на полставки. Вы будете тренироваться, управлять персоналом, это очень важно. В микрозелени вы попадете со своим товаром и в рестораны, и в кафе, и к людям, и в Инстаграм, и в магазины, и в супермаркеты, и в школы, ребята, и где я только не был, и на заправке сейчас начинаем продавать, и в банке, ребята. Это такой товар, что продается везде, и он в ассортименте. Лук на заправку вы не придете продавать, лук в ресторан вы не придете продавать. А с микрозеленью, когда приходишь, у тебя куча видов, даже лук. Есть тот же самый, ребята, вон он. Даже лукович есть. А вот он подрастающий. Это реально интересная движуха, ребята, с микрозеленью. Необычная. Репортеры ко мне каждый месяц приезжают на ферму, что-то снимают, постоянно снимают.
Круто, в общем, тема захватывающая. Друзья, знакомые, когда узнают, что я этим занимаюсь. Вау, класс, блин, мы не знали, так круто. Про грибы, про шампиньоны такой крутости не будет, про лук тоже. А вот про микрозелень есть. Погнали дальше, расскажу на примере фермы 30 метров, как зарабатывать бабки. Я подробно расскажу, сколько можно заработать денег на ферме 30 квадратных метров в месяц с учетом всех расход, логистики, аренды, коммуналки. Все разложу по полочкам, будет четко. А пока что подпишитесь на мой канал, я жду. Погнали. Подписывайтесь, подписывайтесь. О, подписались, все, полетели дальше. На конкретном примере фермы 30 квадратных метров разберем, сколько с нее можно получить денег. Сейчас все это распишем, по полочкам разложим. Вот смотрите, я примерно нарисовал такую ферму. 5 на 6, примерно понятная комната. 3 стеллажа располагается больших, 2,5 метра на метр. Это или автополив, может быть, или растущая в кокосе, в вате. Очень удобный размер, потому что лампы 1,20 м, я его использую. Хорошие проходы удобные. По 80 сантиметров. Вот люди, тут вот девочка, вот мальчик видно. Вот вход, допустим, тут шкафчики, мойка. Стол посева, его двигать можно, как у меня. Тут ребята работают, стеллажи стоят. В общем, 3 стеллажа у нас. И 1 стеллаж под срез, тот, что вот как у меня противня, вы видели, где разносы стоят, где вода стекает в канализацию. Тут только срез. Записываем эти наши данные. То есть 3 стеллажа 2,5 метра на 1 метр и 1 стеллаж. Что эти стеллажи дают? Этот стеллаж дает 3 килограмма в день в среднем. Может и больше, смотря какую культуру вы будете выращивать. Но так вот образно я заметил, когда там растет горошек, подсолнух, там 5 основных культур, он дает 3 килограмма в день. То есть 3 килограмма в день. Этот дает примерно 40 боксов растущих в день. То есть 3 стеллажа по 40 боксов, получается 120 боксов. А тут 3 килограмма, если по 50 грамм их разделить, как сейчас все торгуют, по 50 грамм модненько. Тут 3 килограмма у нас будет, получается, в килограмме 20 боксов, если по 50 грамм. Получается 60 боксов. Цена растущей 120 боксов. Везде разная. Возьму $1. 1 бакс. Тут цена меньше, потому что тут за 50 грамм уже идет. Ну хорошо, возьмем там, допустим, 0,7 бакса. Погнали. Тут у нас получается 120 баксов. Тут у нас получается 6 на 7, 42. Ну, образно говоря, 42 бакса. Да? 42 бакса. Это в день. То есть у нас 162 бакса каждый день вырастает на ферме 30 метров. Считаем теперь от 162 баксов, что происходит дальше. Вот наши 162 бакса. Из них, как я говорил, 10-15% это голая себестоимость. Ну, типа там боксы, семена, ткань, кокос, вода, удобрения. То есть то, что мы вот вкладываем в эти боксы. Не считая аренды, коммуналки, логистики. Это сейчас мы отдельно будем считать. 162 бакса. Пусть для ровного счета у нас будет 160. На 2 бакса попьем кофе. Минус 24 бакса. Получается 136 баков в день. 136 баков. То есть мы на семена все уже заложили в эти 24 бака. Там упаковочка, боксики, все, короче. 136 бакинских комиссаров в день умножаем на 30. Получается у нас что? Так, пришло время калькулятора. На 30. 4080 баксов. 4080 баксов. И есть. Прикольная цифра. Теперь погнали. Вот у нас в месяц 4080 баксов. 30 метров фермы. Теперь по расходам. Аренда. Ну, посчитаем, как у нас. Допустим, у нас примерно 4 бакса квадратный метр такие помещения. То есть 30 метров это где-то 120 баксов. Коммуналка следующий, немаловажный пункт. Коммуналка. У нас 4 стеллажа, возьмем по максимуму. Полкиловатта стеллаж. Значит 2 киловатта. 18 часов 36 киловатт света в день. 36 киловатт света умножаем 36 умножить на 0,1 бакса. У нас $1 стоит 10 киловатт.
3,6 баксов в день. Умножаем на 30 дней, равняется 108 долларов в месяц на свет. Вода уходит мизер, ребята, примерно 30 литров один стеллаж в день. Опять же, 4 стеллажа, 120 литров умножить на 30 дней равно 3,6 куба. Понты, ну 4 куба, ладно. Там что-то, куб у нас в районе доллара, 4 бакса. Ну ладно, там у кого-то будет больше воды или дороже вода. Накинем 10 баксов за воду. То есть это свет, это вода. Интернет у вас, ладно, еще 10 баксов. Давайте сделаем так. Вот уже получается 130 баксов, да? Округляем до 150. Вдруг там у вас охрана, еще какие-то примочки. То есть коммуналка 150 баксов. Тут начинается самое интересное. 30 метров фермы, это много зелени на самом деле. У вас каждый день 120 боксов одной, 60 боксов другой. Зеленухи вырастает. Движуха, сам не справитесь. Надо брать 2 работников. Работники. Если мы берем 2 работников, по 500 баксов зарплата, 1000 баксов на работника. Трудовые затраты, ребята, у меня самая большая статья расходов. Вот это вот. Это 2 работника, у меня их 8, чтобы вы понимали. Погнали. По логистике как? У меня получается одна точка, даже если я вот типа нанимаю машину, нанимаю водителя, полностью все вот под ключ, как говорится. У меня одна точка получается 1,5 бакса. Примерно. Посчитаем 2 бакса. Не вопрос. У вас вот с этим раскладом 180 боксов в день. Если одна точка берет 10 боксов, ну пускай будет меньше, это получается 18 точек. Посчитаем как 20 точек в день. Умножаем на 2 бакса. Равно 40 баксов в день только уходит на логистику. Дофига. Дофига. Это я уже так по одесским меркам. Где-то вы будете сами возить, где-то оптовикам будете сдавать. А теперь логистика, ребята. Смотрите. У нас получается 180 боксов. И если одна точка берет 10 боксов, к примеру, то это получается 18 заказов. Ну, посчитаем как 20 заказов. Вдруг какая-то точка взяла не 10, а 7, там 6. Посчитаем как 20 заказов. 20 точек надо посетить водителю. У меня примерно 1,5 бакса получается точка. Это если амортизация автомобиля, бензин, зарплата водителя, поняли. Хорошо, считаем по 2 бакса точка. Не по 1,5, как у меня, а по 2. Там. 20 точек умножаем на 2 бакса точка доставка. Равняется 40 баксов в день. Умножаем на 30 дней месяца. 1200 баксов на логистику. Логистика дорогая, но при этом вам не надо мотаться по городу. Поверьте мне, ребята, я ездил сам. И эти 1200 баксов вложил себе в карман. То есть очень много, когда вы на себя что-то берете, вы можете этих работников взять на себя, сам крутиться на ферме, родственники будут крутиться, дети. То есть зарабатывать 1000 баксов, давать зарабатывать ее кому-то знакомому, как я посчитал. Это еще 1200 баксов. Самое главное, ребята, вот я себестоимость посчитал, что вы ее забираете 24 бакса в день, вы берете на семена. Потом я посчитал, важно, фиксируйте. Сколько аренда, сколько коммуналка, сколько мы платим работникам, 1000 баксов, сколько нам обходится логистика, 1200 баксов. Вся вот эта сумма 2470. Минус наши 4080 равно 1610 баксов в месяц нам приносит ферма. С учетом того, что у нас оплачена вся аренда, коммуналка и самое важное, у нас штука баксов ушла на работников, которые вы можете сами поначалу делать, не отдавать им работникам, очень важно. И 1200 ушла на логистику, которую вы можете тоже организовать, там, доставлять на оптовые базы, стараться, чтобы к вам приезжали клиенты, как я сейчас стараюсь, чтобы ко мне приезжали, стараться давать зелень тем фирмам, которые уже возят по ресторанам зелень, понимаете, укроп, петрушку, вы им даете микрозелень, они со своей наценкой возят, но вы не теряете по 2 бакса на точке. И в итоге у нас получается 1600 долларов, вот они наши, 1600 плюс 1600 долларов, мы заработали с фермы 30 квадратных метров. Нормально, нормально. Основная проблема, ребята, у фермеров это не
выращивать, там, мы научим все хорошо. Не продавать, это мы тоже научим все хорошо. А вот понимание бизнеса, подсчеты, постоянные таблички, постоянная аналитика, где можно выкроить денег, в каких моментах можно заработать, потому что каждый сэкономленный рубль, заработанный рубль, понимаете? Сюда я не вкладывал амортизацию, что вы строите стеллажи. Стеллаж стоит 500 баксов построить. Вы его построили в этот месяц, заработали не 1600, а 1100 долларов. Поняли, да? Может его в следующем месяце построить, а может его проще сделать стеллаж. Не за 500, а за 300 баксов. Вы все считаете. Вы считаете вот эту себестоимость. 24 бакса в день уходит на семена. Вы стараетесь семена покупать оптом. Вы стараетесь более точно покупать семена. Не покупать лишнее, то, что вы просто экспериментируете постоянно. Брать какие-то дешевые культуры и с них выращивать. Горох, подсолнух, мега рентабельные культуры. Килограмм семян гороха стоит 20 центов, ребята. Что бы не покупать и не выращивать, чтобы вы поняли. Если бы чисто горох выращивать, вот эта цифра 24 в день была бы другая, была бы 14. Тут натикивает из-за того, что там крутые разные семена. Потом вы смотрите, аренду может как-то уменьшить. Может быть, это ваша территория, может быть, не по 4 доллара квадратный метр, а по 2. Тут я вообще, ребята, снимаю по 1,5 бакса за квадратный метр. Вот в этом помещении, это моя ферма, офис, вы видели в других видосах, я плачу 1,5 бакса квадратный метр. Если бы тут так было, тут была бы аренда 45 баксов, не 120. Работникам, может, вы кого-то дешевле найдете, не по 500 баксов. Важно, ребята, то, что бизнес микрозелень вас учит быть предпринимателями. Это вообще самое важное. Из всей этой движухи важно не вот эти бабки, не вот эти бабки. Важно то, что вы себе заработаете в голову знания, как делать бизнес, как стать предпринимателем, как вырваться из этого найма, в котором все сидят постоянно. Большинство людей сидит и там получают 500 баксов в месяц. Никакие квартиры, никакие путешествия. Даже не мечтайте. С такими раскладами это надо копить десятки лет, а у вас там свадьбы какие-то начнутся, движения, где вы все просрете за один день. Извините за выражение. В общем, такой расклад. Поэтому важно становиться предпринимателем в голове, и бизнес микрозелени вас этому учит. Как считать денежки, как управлять сотрудниками, как настроить логистику, как продавать. Микрозелень – классный бизнес, что он многому вас научит. Вы пройдете школу MBA, как говорится, даже вот на маленькой ферме, даже не 30 метров, а 15 метров можете сделать ферму. И классно торговать, радоваться этому. Открывайте ферму у себя в городе, не стесняйтесь, бизнес микрозелень, классная тема. Вы в любом наборе заработаете или бабки, или опыт. И будете всегда в плюсе. Все, пока-пока, до скорых встреч. Зеленый шеф с вами.